Книга 15. Тао. Путь вознесения. Язык света и коммуникации с природой. Язык света – тоны, которые должны поднимать вибрацию восходящих людей и вести в новые реалии единства со всеми видами. В данное время, язык света – это язык, выбранный для коммуникации со всеми видами на Земле. Следовательно, когда восходящие открываются языку света, они будут в состоянии общаться со всеми царствами, включая растительное, животное, минеральное, дельфинов и китов. Почему и как это происходит? По своей природе, язык света одновременно является как вербальным, так и невербальным, а также является уникальным в своем роде творением, не обнаруженным где-либо еще. Люди по природе являются вербальными, природа же невербальна. Природа говорит только символами. Однако, если вы понимаете символы и определенные по отношению к ним связующие слова, то вы также осознаете, что природные символы могут скорректировать ваш путь и переводить таковые на слова, или другими словами, расшифровывать знаки природы словами. Общайтесь со всем, что вас окружает. Выходя на прогулку, разговаривайте с почвой, морем, птицами, а также с пчелами, деревьями, со всем, что вы видите вокруг. В большинстве случаев, вам сообщат о вашем собственном процессе вознесения, за которым они наблюдают, или предупреждают о предстоящих затруднениях, или противоречиях, на которые стоило бы обратить внимание. Все они – это близкие друзья и компаньоны на пути вашего вознесения. Посвященные могут подобным образом учиться обращать внимание на природу и интерпретировать те символические послания, которые царства могут поведать о вашем пути. Суть всего этого в том, что природа искренне желает помочь человеческому вознесению и взять на себя роль внутреннего советчика и проводника. Каждому восходящему просто требуется достаточно серьезное изучение языка света, чтобы понимать то, что говорит вам природа. Ну а затем, можно интерпретировать природу, используя собственный общепринятый в данной местности человеческий язык. Человечество очень долго ощущало себя отрезанным от Земли. И это лишь потому, что человечество на Землю было привнесено с языками Сириуса и Плеяд, которые природа Земли никогда не использовала, и не дававшие природе понимать происходящее. В раннем восхождении первой волны человеческого восхождения был создан общий язык, с тем, чтобы все смогли понимать друг друга. Аналогичным образом, сейчас Земля вмещает язык Великого Центрального Солнца, чтобы мы также смогли прийти к полному осознанию друг друга. Это стало реальностью после того, как золотой и серебряный языки были в достаточной степени охвачены Землей и верхним уровнем восходящих дельфинов, китов и человеческих посвященных, и когда наши записи наконец-то могли быть использованы совместным образом. При этом, для Земли была привлечена карта нового вхождения в Великое Центральное Солнце в будущем. Искажение создает условия, при которых каждый испытывает падение в язык, не понимаемый никаким другим творением или душой. Именно это и произошло на Земле, в вашей Солнечной системе, в вашем космосе и в вашем творении. Все испытали падение в язык, который не был понятен никакому другому творению. То, что легло в основу этого опыта, явило собой глубокое одиночество и разделение, вместе с желанием снова соединиться. Именно это и порождает вознесение, способность восстановить соединение и оставить чувство разделенности позади.
При этом, ваше сердце может раскрываться и совершенствоваться, и можно снова научиться любить.